Жизнь. Она весьма скоротечна и переменчива. То, что тебе нравилось вчера, сегодня вызывает лишь тоску. То, что тебе казалось смешным совсем недавно, вскоре будет вызывать лишь скепсис. Солнце уже не радует глаз и... неважно. Я прекрасно понимаю, что иногда могу позволить себе лишнее в высказываниях и в самих видео. Но пришло время отбросить неуместные глупые шуточки. Эта игра, конечно же, является лучшим клоном Dead by Daylight для мобильных устройств. И я говорю не про Horrorfield, конечно же нет. Мы все прекрасно знаем правду, и отрицать очевидное просто бессмысленно. Поэтому сегодня я решил сделать видео именно на эту игру. И это... Капкан. Да, именно Капкан, а не какие-то там китайские клоны с рейтингом 12+ для твоего маленького сопливого брата, который вечно подходит к тебе и говорит: дай телефон поиграть, Identity лучшая игра как ДБД. О боже, о ней кто-то плохо сказал в интернете, ты что, дурак? Identity лучшая игра в мире, ты дебил! Это лучший клон ДБД! Нет, как-нибудь в другой раз об этом поговорим. Ну что же, поехали. Fuck you. Игра встречает нас хорошим и утонченным дизайном, но посмотрите, ничего лишнего, абсолютно. Вот тебе кнопка играть, вот тебе кнопка настройки и выход. Все. Никаких тебе ебучих окошек с донатами, акциями, дерьмом, платным контентом, который сует тебе в ебало при каждом входе в игру. Нет, разработчики этой игры, в отличие от лучшего клона Dead by Daylight для мобильных устройств, думают об игроках и об их комфорте, нежели о том, как засунуть себе в сраку еще больше $. Выбираем играть и сразу же видим лобби с комнатами, где можно выбрать, на какой карте ты хочешь играть. Либо можешь создать свою комнату с блэкджеком и шлюхами. Никакой лишней анимации, прогрузок и прочего дерьма тут нет. Все отлично и быстро. Ждем остальных и начинаем. Тут же замечай очевидный плагиат. Эта маска подозрительно похожа на маску Джейсона. Ну понятно. Создатели спиздили дизайн из нашей русской игры. Пидорасы, блять. А процент отчислять кто будет, а? Итак, вот мы в игре. В Капкане есть несколько режимов игры, в одном из них нужно собирать записки. Слендер сейчас наверняка сделал двойной бэкфлип от такой отсылки. И охуенность этой игры замечается уже спустя несколько секунд. Тут можно прыгать. Ни в DBD, ни в Identity 5, ни в Horrorfield такой функции нет, вследствие чего Капкан дает пососать всем этим играм. Да, в DBD можно прыгать из-за багов и дедхарда, а в Identity из-за эмоций, но кого ебет? Чат присутствует не только в лобби, но и в самой игре, так что можно спокойно писать о том, что мутант, то бишь маньяк, лох-пидор и никого в жизни не поймает. Это реально ржака. Вот он бегает там изо всех сил, пытается всех поймать, а ему еще в чат пишут, что он ну просто угарчик. Вид тут идет от первого лица, и управление весьма отзывчиво. Персонажи двигаются плавно и ёбаный, блядь, рот! Сука, откуда ты вылез? Мы попытаемся его сбежать, попутно смотрим за ним, пробуем его тактично обмануть. Ну просто посмотрите, просто посмотрите на это. Какой же он странный, но при этом милый кусочек дерьма летает за вами и скрится весь грозный такой. Сразу видно опасный парень с района, который может дать тебе пизды. Мой союзник пытается его отвлечь. Оу, тимплей. Но мутант следует за мной. И вот мы решаем тупо попрыгать друг другу, ну чисто поржать, знаете, поразвлекаться, почему бы и нет. И пока он прыгает и пытается меня поймать, ему в это же время прилетает психологическая атака от моего союзника. Да-да-да, это суровый капкан, детка. Здесь выжившие могут и нахуй тебя послать прямо во время игры. Вот в Horrorfield тебе может прилететь граната или генраш, да? В Identity вообще куча всякого дерьма. Но это все мелочи по сравнению с тем, что во время игры суровые пишут в чат, что мутант лох. После этого мутант, поймав критический удар дизморали, уже больше не прыгает вместе со мной, и я понимаю, что пора текать с городу уже без шуток. Все серьезно. И применяя хитрость в виде прыжка за ящики. Ой, блять, он тоже так умеет, сука. И вот я оглушен. Я, конечно, попытался встать и сбежать, но ебучий кемпер не дал мне шанса еще побегать. Но тут я на него не злюсь. Конечно, любой разозлится, когда в течение всей игры ему пишут в чат, что он лох и не пацан вообще. Да я бы тоже закемпил за такое. Здесь также есть режим наблюдателя, и ты можешь, не покидая матч, смотреть, чем занимаются твои тиммейты. И это, конечно, очень интересно, но я, пожалуй, выйду и попробую поиграть еще. Да, единственный минус этой игры в том, что после каждой игры тебе придется смотреть рекламу. Но разве это плохо? Конечно, сидеть и пялиться по 10-20 секунд на ебучую рекламу после матча, это выглядит как головка члена.
Но разве это не лучше, чем постоянно смотреть на донатные акции и прочую хуету, засирающую тебе глаза? Таким образом, разработчики Полностью. убрали рекламу, донат, акции и всю прочую ерунду из игры, сделав ее максимально чистой, и при этом оставляя себе возможность зарабатывать на игре и делать ее лучше. Такой подход мне нравится больше, чем в других играх, где есть вкладки с донатом, прокачка, сделанная только под донат, куча всяких ебучих костюмов, нахуй ненужных, но стоящих как зарплата некоторых людей в России и прочая хуета. Капкан — игра полностью очищенная от рекламы и доната, и за это есть своя цена, которую я прекрасно понимаю. И в отличие от Лучшего клона Dead by Daylight. который засран донатом и платным контентом настолько, что с каждым обновлением игра уже тупо перестает запускаться и нормально работать у все большего количества людей, Капкан показывает себя хорошо. И если эта игра и вылетает, то зайти обратно можно спустя несколько секунд. Несколько секунд. Тебе не нужно полчаса ждать, пока она прогрузится, пока проверит обновления, файлы, пока загрузит тебе в ебальник очередную донатную поеботу или тупую очередную мини-игру для детей, а потом тебе еще придется играть с ботами, потому что ты вылетел, и просто нахуй это дерьмо? Я схожу поиграть с реальными людьми и расслабиться, а не ждать 20 лет, правильно? Фух. Ладно, пихуй. А что там по Капкану? А в Капкане все заебись. В этой игре есть также настройки, выбор языка, есть русский, это самое главное. И есть другой режим игры, который я не совсем понял, но играть я в него особо и не стал. Все-таки бегать от мутанта и писать «Чат, что лох?» гораздо веселее, так что в следующей игре мутант с нами. Вот он прыгает вместе с нами, а мой союзник тем временем нашел шипы и сдох. Я не знаю, как это случилось. А я попытался спастись, ну и тоже пососал, ну нормально. Новая локация, новый игровой опыт, и вместо душного помещения мы гоняем по улице, и вот тут Капкан снова показывает свое преимущество. Здесь есть калибровка. Смысл ее понятен. Попадая вовремя на кнопку «Стоп», и будет тебе счастье. Не слишком сложно, скажете вы, но в это время ты не можешь смотреть по сторонам, и если мутант подойдет к тебе сзади, ну все, прощай действенность, помянем пацана. Генераторы подсвечиваются для игрока, и казалось бы, эта игра уже охуенна. Но разработчики снова подкидывают сюрприз. Смотрите, генератор на ящике. Hello. И чтобы до него добраться, надо проявить чудеса паркура и смекалки. Но так как я ютубер, я на изи забираю эту малышку и следую традицию. Мутант лох. Тут же на локации есть дверь, которую можно открыть, но она не открывается. Я думал, что это я тупой, но на самом деле она не открывается у всех нормально, для будущих обнов, так сказать. Проваливать калибровку не стоит, иначе у генератора бомбанет. Кстати, я реально испугался первый раз, не советую эту игру беременным детям, это страшно. А еще тут можно вместе с братками спрятаться и закрыть за собой дверь, обдурив тупого мутанта. Ребят, а почему вы в Horrorfield не играете? Понятно. Они знают про Капкан, но не знают про Horrorfield, да? Ладно, хорошо, понятно. Нормально. Конечно, игра без багов это не игра, и Капкан тут не уступает своим конкурентам. Вот игра началась, мутант должен появиться, но его нет. Представляете, я охуел. А мой союзник охуел настолько, что аж завис на месте от такого расклада. Вынос мозга, бля, реально. А вот так выглядит другой мутант, попрошу тут без шуточек про хентай и тентакли. Понятно? Никаких нахуй шуточек там, блять. Выглядит он нелепо, но оттого еще более крипово. Мы с ним немного побегали, я несколько раз умер и на этом все. Я правда пытался поиграть за мутанта и записать это, но мне почему-то это не удалось. Но ничего страшного. Жизнь на этом не заканчивается, ведь так? Впереди еще много интересного. А этой игре я ставлю 7 из 10 костюмов механика стоимостью в размере пенсии твоего деда и... Пока!